Привет, ярый фанат, слушатель, враг, зритель из ютуба, неважно кто ты. Ты пришел посмотреть видео о Киллстрое, о подробностях которых ты не знал, пока не нажал кнопку play на видео. Начинаем. Мишанечка, мой драгоценный, любимый друг, супер талантливый, супер креативный, эпатажный и вообще самый-самый-самый. Вот, батько Ридима України. Киллстрой. По паспорту Михаил. Родился 4 декабря 1997 года. Родом из Украина, Никополь. Национальность украинец. Он был воспитан в отличных условиях и в теплом окружении среди близких. Закончил 11 классов в школе, потом лицей, факультет сварщика, слесаря, стропольщика. Параллельно учившийся в Академии ШАГ, факультет графический дизайнер. Главная идея Киллстрой – это сделать популяризацию Ридим в Украине. Я за тобой уже слежу на протяжении 1,5-2 лет. Я знаю тебя, когда ты еще в Киеве жил, я все это видел. Но не суть, смотри, у нас с тобой есть общий знакомый Ваня, Иванко. Я думаю, ты знаешь, как Иванко, Ваня. Он мне показал твое творчество. Я такой, ох, ебать, нормальный Кент музыку ебашит, и на тебя подписался, и с тех пор я вечно слежу за тобой, и когда ты делаешь какие-то релизы, демки, то я просто охуеваю. Так что, вот так вот. А что такое у Вани? Что хотели там кое-что подарить или что такое по приезду? Он такой, да, у меня не получилось, и вытягивает конфеты. Офигеть. Буду есть сейчас. Что получилось? Все. Мотивация к новым трекам, к новым синтам. Сегодня вечером. Да, вообще, да. ждите. Назову его Ямигами. Реально! Он может сделать это, Да, правда? вообще. Ямигами. Вот это судьба вообще. Что, как дела, пацаны? У меня заебись лично. Да. Тут такая красота вообще, я в шоке. Подписывайтесь на Иванка Дабс. Да. Я думаю, Миша оставит все ссылочки. Только напомни мне. Конечно, напомню. Да, Киев тусит каждый день. Сняли только что видео здесь. Покажи. Интервью было вот Да, здесь. вот здесь, на этом месте. Вот да, место я статьи, снимаю. глянь, Да, покажи. это может быть такое легендарное место. Ты Вот шо? тут, вот тут кто Вот будет. тут, да. Вот тут. Снимались мы, Иванка Дабс и Киллстрой. На Да. фоне Гавайского моста красивого. Ты шо, вот эта история вообще. I just wanna slit my wrist and end the shit. I don't really care, I don't really care. I feel like I can't think positive. I don't really care, I don't really care. I feel like... Почему фольга? Потому что в 19 году, немного ранее, создал свой мир, воображаемый под названием Улариум. Я оттуда создаю музыку с другой вселенной, из планеты Улариум. У нас основная одежда, она изготовлена из фольги, чтобы отражать лучи инфракрасные. У нас кожа реагирует совсем по-другому. Сколько в пути? 4 дня и 26 часов. Киллстрой. Прием. Магазин отказал. Прием вижу объект. Что это? Perfect.
Киллстрой, расскажи, почему у тебя маска злобная и сделана из фольги. И еще добавь, что такое бункер 4Z и ENS-2. Почему злобная маска? Потому что мне очень нравятся фильмы ужасов, нравится фантастика. Почему бункер 4Z? Потому что проживал в Киеве с 19 года по 21 в помещении, где нет окон и всего, что нужно для нормальной жизни. Фотку прикреплю, вот, посмотрите. И с этого момента произошло понятие бункер 4Z. Сам видишь, какой внешний вид и размер моего жилья. ENS-2 и остальные ENS — это защитный блок моего коллеги Константина. Он орудует роботами, подразделениями на планете Улариум и защищает лес от вторжения других существ. Да, ребят, ну давайте будем такое. Я не хочу, чтобы мы все конфликтили. Давайте вы просто будете молчать, и мы тоже будем молчать. А смысл? Вы обсираете его, говорите там на батлах то, что типа я его не подлизываю, я ему жопу не лижу, как вы пишете там типа жопу лизут, Киллстрой и все такое. Нет, я ему не лижу, потому что просто, понимаете, он мне открылся. Мы с ним общались больше 1,5 года. А смысл, ребята, вы реально делаете такой бред? Еще и фейки, еще и лица скрывают свои сволочи. Важно количество человек, вы просто, понимаешь, важна сила человека и дух. Не просто, понимаете, возможно, вам не нравится Мишин стиль. Я понимаю, бывает такое, что не нравится там что-то такое. Но, блин, ребят, вас не заставляют слушать. Если вам скучно и вы хотите кого-то пообсирать, идите в туалет там, подращите или что-то другое сделайте. Не нужно. Мне очень жаль тебя. Ну, мне как человека жаль. Ты одинокий. Не хочу, сейчас там рассказывать про твою прям жизнь. Ну, ты извини, конечно. Ты одинокий, у тебя папа и мама в другом городе, и тебе сложно, потому что ты выживаешь. Выживаешь, ты как мясо какое-то, выживаешь в каком-то городе, который ты вообще не знаешь. Почему ты начал писать музыку? Потому что начал слушать трэп, а точнее 50 Цента в лет, наверное, 12-14. И понравилось то, что люди набирают популярность, набирают известность. Начнем с того, что вообще изначально с детства я не хотел делать и не хотел слушать музыку. Я даже не думал, что в будущем буду писать это видео для своих зрителей и говорить о себе как биографию. Когда я услышал на канале М1 клип 50 Цента, мне понравилось, что есть такой рэп зарубежный, он прикольный, мне такое нравится. Трэп, бит и так далее, вау, прикольно. Вот, ну, а потом понял, что есть другое. Чуть позже узнал, что есть электронная музыка. И так со временем как-то влюбился в один жанр, потом познал больше в нем и понял, что надо пробовать что-то свое. А тем временем я еще ходил на танцы, хип-хоп, сивок. И начал слушать музыку трэп, увлекся трэпом, параллельно с дабстепом. Возник вопрос, могу ли я сделать такое? Потому что мне очень нравился трэп. Эти саббасы — это вообще бомба просто. Могу сказать, что из-за танцев, из-за того, что я начал слушать трэп-музыку, у меня свернулась вообще линия жизни в музыкальную сферу, потому что я начал делать музыку трэп. И с этого момента я сейчас пишу дабстеп, но не трэп, точнее ридим, потому что более нравится агрессивная музыка, но параллельно могу создавать какие-то проекты платные для кого-либо, кто хочет купить. Я делаю проекты по заказу в трэп-исполнении. Кому, кстати, интересно, можете это запомнить. Вот. Но от своего имени не делаю прям трэп, не загружаю в источники, не хочется. В итоге танцы и музыка на М1, рэп
Виска Вифа, но больше 50 Cent. Меня завлекло в мир музыкальный. Миша! Привет, братан! Привет, братуха! Братан! Как возник никнейм Killstroy? Возник очень просто. Получается, играл в игры. Из-за того, что я хорошо начал играть в шутеры, я себя прозвал Killstroy. Потом подумал, почему бы не такой никнейм Killstroy. Системный разрушитель с перевода языка иврит. Вот. И так вот его и принял. И по сей день мне очень нравится и подходит прям под все. Также мне очень нравится военная техника. И совпало такое интересное совпадение получилось, то что Killstroy, никнейм, если нарисовать, точнее написать его, то визуально похож на военный корабль, 2 трубы паровые, ну и мачта. Вот такое комбо получилось внезапно, я даже не знал, честно. Какие вообще планы у тебя на будущее, что думаешь делать вообще дальше? Скажешь? Ну, думаю развиваться, охватывать другие звучания, как я и сейчас делаю иногда. Показываю людям, что я могу и то, потому что некоторые выскочки, есть же и хорошие, и плохие стороны, понял? И говорят, ты не можешь то, ты постоянно делаешь только своих роботов и так далее. Слышится со стороны, в глаза не говорят, чупакабры эти все, хейтеры конченые. Вот, и приходится делать для общего охвата и новых людей музыку, которую не хочется слушать в своих ушах. Это тренды и прочее другое что-то. Поэтому приходится делать баланс для новых зрителей, для новых слушателей. Извиняюсь. Ну, вообще это правильно, и это понимаю с точки зрения артиста, потому что нужно делать аудиторию шире, и чтобы охватить больше и больше подписчиков, известность, нужно делать и в другом направлении музыку. То, что я и делаю сейчас, но не сильно акцентировано на это, потому что нельзя уходить от основной тропы. Вот. Что по поводу дальнейшего? Ну, делать. Я ж не ленюсь, постоянно усердно работаю, прихожу домой, делаю на выходных, прям все свое время музыке отдаю, либо рисованию, монтажу. Нет ни одного свободного времени, где я просто лежу в телефоне играю. Я вообще не отдыхаю. У меня отдыха нет такого. Я могу себе позволить только фильм посмотреть перед сном. И все. А остальное время я просто сижу возле ноутбука и точу свои навыки. Хочу развиваться и дальше стремиться к известности. Я заслуживаю много и большего, в отличие от тех, кто имеет сейчас больше подписчиков, да, и охват популярности. Но за ними истории никакой нет. Видно, что человек делает музыку на АТЕ и просто повеселиться, понял? Каждому треку у меня есть история, предыстория. У меня есть свой мир, Улариум. Ну, об этом, если кто хочет, спросит, я расскажу. Знаю. Тет-а-тет. Так-то говорить, это очень длинная история. Кстати, есть видос от одного подписчика, Андрея. Сейчас вам покажу, а после отвечу. Итак, обращаюсь к определенным украинским редимерам. Называть не буду, кого именно, они, в принципе, поймут. Почему вы относитесь к своим коллегам по цеху как к говну? Вы оскорбляете, вы унижаете, вы пишете треки, где оскорбляете этих людей, хотя при этом с ним не общаетесь и просто даже тупо не знаете друг друга конкретно как людей. Просто очень у меня не вкладывается в голове это все. Я не понимаю, почему, просто объясните мне. Возможно, они вас обманули, или они вас как-то обидели, но если вы это делаете попросту по приколу, или как-то просто от нехуй делать, просто, ребят, вы просто очень тупые, либо просто неадекватные, потому что, как можно так относиться к людям? Просто задумайтесь над своим поведением и над тем, что вы делаете и говорите. Все, что я скажу от себя, потому что прошло уже много-много времени, и с этими людьми, с этой нечистью, это не люди, это нечисть,
которые постоянно в мою сторону что-то говорят, подпердывают со стороны, не в глаза мне. Никто из врагов моих не может донести факты, почему так обо мне говорят, и передают новым слушателям, новому поколению эту информацию. Какую, я не знаю, что у них в голове там происходит, но, видимо, что-то плохое обо мне говорится на просторах света, на просторах нашего интернета. Мне это никак не затрагивает, не обижает. Знаешь почему? Потому что, скорее всего, у меня довольно-таки уже есть своя аудитория. Естественно, к сожалению, не моей страны, не соседей, которые говорят на русском либо украинском, белорусском языке. Но и там, где я сейчас ее набрал, это Австралия, Европа, Америка, Мексика, ну и подобное дальше. Вот. Это да. И так далее. Тоже довольно-таки нормально людей и связи. Если ты хочешь сделать мне неприятно, скажи мне в глаза. Родина. Понял? Глазами скажи. Вы все такие умные, диванные войска. Я на это наблюдаю, мне смешно. Делаю хороший контент, никому не врежу, ничего не говорю плохого. Я вообще малообщительный, с кем попало, не разговариваю, и мне немного, скажем так, интернет-друзей, интернет-связей с нашим миром. Наш мир, я имею в виду то, что люди, которые говорят на русском языке, на белорусском, украинском. Только некоторые люди, которые, не слушая всю эту гадость, я не знаю, кто источник этой инфекции, будем так говорить, нечисти этой. Кто нечисть, самое главное, я не знаю. Возможно, из России идиоты всякие. Некоторые, не слушая это, проходят через границу и попадают напрямую ко мне, на связь со мной, и общаются со мной, и я им отвечаю. Я всем отвечаю, кто хочет, пишите, не вопрос. Я не из тех, кто не отвечает на смс или что-то еще такое. Я нормально ко всем отношусь и нормально всем отвечаю на одном уровне. Поэтому вот тебе, если не сложно, напиши, и ты узнаешь, какой я на самом-то деле. Вот и все. Ну, а если ты не хочешь писать, то слушай всякую нечисть. Меня никак это не сломало и не сдвинуло вообще никак. Я как и был, даже выскочил выше и вырос, и укрепился сильнее. У меня есть мой хороший товарищ, мой слушатель, один из первых. У него когда было 5 подписчиков или 10, он появился. Это Костя из России. От него есть видео, сейчас покажу, и мы его посмотрим вместе. Окей? Давайте. Бункер 4Z. Экстренное включение ЕНС-2. Скорее всего, это последнее мое видеообращение к бункеру 4Z. Я вспомнил. Давненько мы с тобой не включались. Когда мы с тобой познакомились, ты был совсем новобранцем, бункер 4Z. Твой продукт давал очень мало нам энергии. Но теперь ты стал силен. Одни ЕНС-2 уже сочтены. Ты стал совсем силен. Ты пообещал нам всем, что обретешь новых союзников и пойдешь вперед, чтобы этого не стало. Ты этого сделал. Твой продукт дал всем понять,
что за тобой стоит идти. Но вот Енос-2 хочет тебя поблагодарить. Что? Ты пойдешь до конца и назад пути нет. Енос-2 говорит бункеру 4Z. Очень будет еще много врагов впереди. Бункер 4Z как принял. Снова сияешь, как планета Улариум, и улыбаясь на мои слова, пробуждая чувства внутри для тебя. Зачем? Зачем, если это через пару недель с болью угаснет и впустую пройдет потраченное время нами? Не понимаю этого обмана в жизни. Не хочу. Не хочу, не буду, ни за что не позволю такому повториться. Все прошедшие моменты, радостные, но безутешные. Зачем они? Зачем? Это опыт или что? Не могу понять и сказать, что так у всех считается нормально. Для меня желаемое останется мысленно где-то внутри души. И, возможно, ты, слушая это, объявишься и подаришь счастье. Надеюсь. Хотел рассказать по поводу того, какая ситуация происходит с моим музыкальным трудным путем. Многие люди шутят в интернете по поводу меня, и все говорят, кто меня не знает лично, а почему над тобой шутят? Шутят долбоны, уроды, ублюдки, малолетки, потому что я человек с юмором, понимаю и знаю, что такое юмор, но когда я вижу троллинг в неадекватной форме, и в мою сторону напрямую или через кого-то, это очень смешно, очень унизительно передо мной, потому что человек не может мне в глаза сказать то, что он думает. Чмо, одним словом. Допустим, русская комьюнити, которая является самым ужасным для меня, потому что они на меня льют все плохое, а именно несколько людей. А кто, я не буду говорить именно, потому что не хочу их пиарить, тем более в своем фильме и от себя. Я знаю, кто это, и ты знаешь, кто это, поэтому говорить их имена нет интереса и нет смысла. Но они главные пиявки в моем музыкальном творчестве, потому что они пытаются уничтожить меня морально и перед всеми новыми слушателями, кто слушает Ридим. В связи с тем, что пошла агрессия с стороны России, Украины, я перешел на другую сторону, это иностранцы, и начал общение с ними, потому что они более с головой, адекватные, знают, что нужно говорить и как. Всегда принимаю советы, мнения, когда есть факты и сказано по существу. Я не люблю, когда говорят что-то выдуманное. Я не люблю, когда говорят через кого-то.
Я не люблю, когда говорят мне прямо в глаза. Тебе что, сложно? Хочешь мне сделать плохо? Скажи мне в глаза. Что ты сидишь у себя за экраном и строчишь строчки тупорылые, малолетние? Я всех ублюдков, кто ко мне плохо относится, кто шутит нелепо, я всех в этом ролике прикреплю. И будет навсегда, все будут знать, какие эти люди подлые и любят посмеяться за спиной. Я еще раз повторяю, мне не сложно тебе сказать в глаза. Мне не сложно с тобой увидеться. Мне не сложно тебе посмотреть в глаза. Но вопрос только один. А ты чего-то стоишь? Естественно, нет. Фу. Сначала подумай, кто ты и для чего ты это делаешь. Если ты по факту говоришь, по факту шутишь, это нормально. Но, повторяю, если это нелепый троллинг, слово ненавижу, это детское, то это очень унизительно с твоей стороны в глазах других людей, адекватных. Имею в виду. По поводу коллабов. Очень интересный момент. Многие люди спрашивают: Killstroy, а почему у тебя нет коллаборации с тем, а особенно с русской аудиторией, украинской? Отвечаю, в украинской аудитории ребята появились уже. На мой момент, когда я там проживал, их не было. Было только 3 человека, 2. И то через время, когда я уехал в Прагу, они резко стали на сторону врагов. Ублюдки. Продолжаю. По поводу Украины. Делать совместную работу нет с кем. Почему? Потому что все обернулись в сторону врагов. Провокации, и провокациям этим верят, идут откуда? С русской стороны, с русского мира. Почему я говорю русский мир? Потому что с русского мира льется одно говно. В мою сторону с моего начала творчества, а именно паблика РРК. Russian Reading Community, ВКонтакте, кто не знал. По поводу этого паблика. Этот паблик хороший в плане того, что он дал знать многим людям, что такое reading, потому что единственный паблик, который публиковал, в принципе, хорошие, интересные треки с SoundCloud. Как это не было смешно, я только потом догадался, узнал о социальной сети SoundCloud и ушел из контакта сразу же. Не писал комменты, потому что не было на это времени, и писал, если мне очень нравилось, и писал по факту профессиональный комментарий. Что не нравится, что нравится. После этого начали проявляться ко мне ответы с русского мира, с матюками, с розами, типа «закрой рот», «ублюдина», «украинская» и так далее. Слышишь ты, кацап, ты конченый, ты свою ротяку закрой и иди отсюда к черту. Вы мне уже вот тут сидите, уроды русские. Вот, поэтому я на этот паблик забил и его в бан-лист в свою голове поставил. По поводу администратора РРК. Почему я разочарован? Почему у меня неприятное послевкусие? Рассказываю. Тем я его имя знаю, не буду говорить его вслух. Не хочу рекомендовать. По поводу тебя, админ, тебе говорю еще раз. Ты из Украины. Какого ты черта плохо относишься в мою сторону? Какого ты черта делаешь так, что как будто из-под тишка, из-за спины пытаешься посмеяться надо мной? Какого ты черта писал мне в личное сообщение: приходи в клуб, здесь Флагс, или как его зовут? Да, Флагс из Харькова. Приходи в клуб, пообщаешься с ним. Он выступает сегодня. Ты какого мне черта такое пишешь? Тебе надо, ты приходи. Мне он не всрался. Тем более, кому надо, сам придет и поговорит со мной. Понял? Я против тебя ничего не имею. Потому что ты, как говорится, мне в глаза ничего плохого не сделал. Не сказал. Но послевкусие есть плохое из-за того, что ты мне одним словом подтягиваешь на фоне. Никогда с твоей стороны не видел поддержку. Никогда. Ты ни разу мои треки не публиковал. Ты никогда мои треки не комментировал нормально, адекватно, как другие ребята. Никогда у тебя не было лайков. Никогда. Никогда. И после этого, как я буду о тебе думать? То, что я вижу такую фигню на фоне всего этого. Комменты, якобы смешно, всякие моменты и так далее. Ты себя уважаешь? Ты себе вообще отбираешь людей нормальных в жизни? Или тебе сброд нормально подходит, да? Ладно, не буду говорить о тебе в своем фильме. Я тебе сказал то, что послевкусие наше тебя есть. И мне очень грустно, что в моей родимой, ріднесенької Україні є така людина, яка не хоче спілкуватися зі мною.
коли я являюсь батьком українського ритму. Разумеешь? И мне не нравится, что ты так вот повел себя и не поддержал меня вовремя, когда мы могли с тобой, с ребятами возродить, не знаю, как сказать, ритм в Украине и его сделать запеченным до моего уезда в Прагу. Сейчас, как бы, я ничего там плохого о тебе не говорю, ничего плохого не думаю, но ты сейчас, знаешь, нейтралитет, но с послевкусием. И просто подумай в следующий раз, что писать и как вести себя по отношению меня. Потому что не стоит, как говорится, на своих братьев, кто из твоей страны, так себя вести. И остальные ребята, почему вы так повернулись ко мне? Зачем вы провокации слушаете от русского мира? Вам не надо. Будьте нормальными. Ты даже с мной не общался. Ребята из Ровно. Это вообще история странная. Никогда с ними не имел общего контакта, никогда не говорил с ними один на один, а уже обо мне плохого мнения. У меня есть только одно но. То, что я не буду записи эти включать, не буду предавать людей, не хочу. Но ребята, те, которые общаются с врагами и так далее, они говорят, что они мне завидуют, моему творчеству. А зависть – это нехорошо, поэтому не завидуй, а лучше думай о себе. И последнее скажу, что если ты завидуешь, завидуй молча. Не нужно подтягивать на стороне. Оно никому не надо, никому не всралось, понял? Если завидуешь, завидуй молча. А вы, ублюдки, я вас копал в могилу поглубже, понял? Пока.